Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим сырники. Это самое любимое блюдо из творога у многих людей. Рецептов очень много, но кто еще не нашел своего любимого рецепта, то обязательно воспользуйтесь этим. Я уверена, он вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску кладем 400 грамм творога. К нему насыпаем 60 грамм муки. Все перемешиваем. Творог для сырников лучше брать немного суховатый. Если берете влажный творог, то муки придется добавить больше. Сюда же насыпаем 60 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара. 2 яйца разделяем на желток и белок. Желтки сразу добавляем к творогу. Белки нам не понадобятся. Все перемешиваем вилкой до однородности. Взбивать творог не нужно. Из этого теста формируем небольшие сырники. Руки в процессе лепки посыпаем мукой. Один сырник – это примерно 1 столовая ложка творожной массы. Сырники выкладываем на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим сырники на среднем огне с одной стороны до золотистой корочки. Когда сырники поджарились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Убавляем огонь до минимального и накрываем сковороду крышкой. Так готовим все сырники примерно 2-3 минуты. Готовые сырники снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Также сырники можно приготовить с начинкой, например, со сгущенкой. Рецепт таких сырников есть у меня на канале. Смотрите его по ссылке на экране или в описании под видео. Сырники готовы, можно подавать на стол. Сырники получились очень вкусными, в меру сладкими и не сухими. Готовятся они очень просто и быстро. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 12 сырников. Если будете готовить на большую семью, то ингредиенты увеличивайте как минимум вдвое. Если вам понравился рецепт таких сырников, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.